Укладка с ломаной текстурой сейчас на пике популярности. Она освежает, добавляет воздуха и вертикальных линий. И в этом видео я покажу, как ее легко сделать самой себе. Для этого нам понадобится обычный утюжок и чистые волосы с нанесенной на них уже термозащитой. Волосы должны быть 100% сухими. Верхнюю часть волос я заколола, чтобы они не мешались, и по своей традиции я начинаю работать с нижней затылочной зоны. Оставила вот такую небольшую секцию. Утюжком закручиваю нижние волосы вовнутрь. В итоге у меня получилось 3 заворота. Температура утюжка у меня 170 градусов. Это идеальная температура для тонких волос. Утюжок я стараюсь вести медленно, чтобы прядь равномерно прогревалась и не пережигалась в отдельных участках. Выделила следующую секцию и здесь уже укладываю зигзагообразным движением. И на этой секции кончики я также подкручиваю вовнутрь. Утюжок веду медленно. Затылочная зона будет являться моим каркасом для верхних волос. Верхние волосы я буду укладывать также зигзагом, но кончики я буду оставлять прямыми. Люблю, когда кончики на нижних волосах подкручены, а верхние волосы остаются с прямыми кончиками. А еще я хочу познакомить вас со своей новой услугой. Ее испробовали уже более 1000 моих подписчиц. Это индивидуальный подбор стрижек по вашим фото, а также формат текстовой консультации от меня. Возможно, вы мечтали сделать какую-то определенную стрижку, но боитесь, а подойдет ли она вам. Ведь состриженные волосы назад не приклеишь. И иногда понадобится годы, чтобы вернуться к исходному результату. А это отличная возможность посмотреть на себя в разных образах. Как получить услугу, оставила в описании под видео. Все, перехожу на затылочную зону и здесь также работаю зигзагообразным пробором, но кончик уже оставляю прямым. И вот таким образом, прядь за прядью, я постепенно буду подниматься вверх. Как видите, здесь нет ничего сложного. Современная эстетика в укладках для зрелых женщин сейчас требует динамики, воздуха, каких-то вертикальных линий. И вот такой ломаный локон работает как лифтинг. Прямые концы вытягивают шею и овал лица, а зигзагообразная текстура создает объем, который выглядит так, как будто его слегка растрепал ветер. Это такой образ энергичной, уверенной в себе женщины. Но за этой легкой небрежностью стоит строгая физика и химия. Итак, что происходит внутри волоса в ту секунду, когда я зажимаю его между горячими пластинами? Внутри нашего волоса есть водородные связи. Именно они отвечают за его временную форму. В обычном состоянии они держат волос прямым или вьющимся, если это дано природой. Чтобы изменить эту форму, нам нужно эти связи расплавить, мягко говоря. Когда я прохожусь утюжком при температуре 170 градусов в данном случае, горячие пластины размягчают водородные связи, волос становится пластичным, как горячее стекло, например. В этот момент я делаю резкий поворот инструментом, задавая зигзаг. Я физически перестраиваю архитектуру пряди. Почему я использую именно утюжок, а не плойку? Плойка дает круглый плавный изгиб. Это красиво, конечно. Но утюжком я создаю жесткое ребро, угловатый залом. И теперь самое главное, почему кончик остается прямым. Мы не прогреваем последние 3-5 см за воротом. Мы просто протягиваем их по прямой. Здесь водородные связи на концах фиксируются в гладком, ровном состоянии. Это убирает эффект кукольности и дает тот самый современный слегка оранжевый шик. Волос остывает, водородные связи запечатываются в новом ломаном положении. И все, когда я показываю эту укладку, я часто вижу в комментариях: «Ой, да я с таким гнездом на голове каждое утро просыпаюсь. Зачем тут утюжок?» Ну давайте будем откровенны. То, с чем вы просыпаетесь, это не ломаные локоны. Это помятая хаотичная кутикула. Когда вы спите, вы третесь головой о подушку. Чешуйки волоса раскрываются, цепляются друг за друга. Влага из волоса уходит в наволочку, и вы получаете матовую тусклую пушистость. Разница между «я только что с постели» и «я сделала ломаную текстуру утюжком» колоссальная.
Салонная небрежность – это контролируемый хаос. Утюжок не только задает форму, а он запечатывает кутикулу. Горячие пластины сглаживают чешуйки, заставляя их плотно прилегать друг к другу. В результате волос отражает свет. Вы получаете не пух, а блестящую, гладкую, плотную текстуру, просто необычной формы. Но здесь мы подходим к еще одному главному правилу. Такая укладка – это не волшебная палочка, которая сама по себе сделает вас свежее и моложе. Она работает на освежение только в правильном тандеме. И первое – это цвет. Если у вас смывшийся тусклый цвет волос, отросшие седые корни или невнятный выгоревший пигмент, ломаные локоны превратят вас в неухоженную женщину, которая забыла расчесаться. Эта текстура роскошно смотрится только на свежем окрашивании, на красивом рельефе, например, в техниках балаяж или air touch, где каждый изгиб локона подчеркивает перелив цвета. Второе – это качество волос. Волосы должны быть плотными и блестящими. Никакой пушистости и посеченных концов не должно быть. Если волосы истончены и пересушены, утюжок только подчеркнет их слабость. Обязательно используйте термозащиту и уплотняющие стайлинги, чтобы прядь была упругой. И третье, самое важное – это макияж. Небрежная текстура на волосах плюс полное отсутствие макияжа, уставшее лицо равно как замученная домохозяйка. Чтобы ломаные концы давали энергию и драйв, лицо должно быть собрано. Ровный тон, консилер, чтобы убрать синячки под глазами, свежий румянец, оформленные брови. Когда у вас свежее сияющее лицо и дорогая, блестящая, но при этом дерзкая динамичная укладка, вот тогда происходит магия. Вы выглядите на миллион, современно, энергично и невероятно стильно. Не бойтесь экспериментировать с текстурами. Убирайте круглые заломы, оставляйте концы прямыми, следите за качеством волос и не забывайте про легкий макияж. Такая укладка занимает от силы 10-15 минут, но меняет ваше самоощущение на весь день. Волосы становятся живыми, они двигаются вместе с вами. Я уже закончила свою укладку, осталось буквально несколько прядок. Если у вас жирная кожа головы, результат можно зафинишировать сухим шампунем. Просто поднимаете пряди и распыляете туда сухой шампунь. Ждете секунд 5, а затем встряхиваете всю массу волос пальцами. Итак, я уже практически закончила. Девочки, спасибо, что были со мной, смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, у меня там много интересного и полезного про тонкие волосы и возрастной макияж. Ну а пока-пока, увидимся.